Я хорошо знаю блюда, которые пользуются максимальным успехом у зрителей. Это блюдо, число общедоступных ингредиентов которых можно посчитать на пальцах одной руки. Полюбуйтесь: картошка, курятина, лук и помидоры. А меня зовут Сталик Хантишиев. Сегодня будем готовить казан-котлеты. В казан топленое масло. Можно, конечно, взять растительное, но на топленом, ох, и вкуснее же получается. Лучше может получиться, только если возьмете куриный смалец. Но откуда взяться куриному смальцу в мире, где царят диетологи? И только я, Сталик Хантишиев, честно рассказываю вам о том, что очень полезно и очень вкусно. 600 грамм лука, пока жарится лук, начинаем заниматься фаршем. Я купил бедрышки и грудки. Все без костей, но со шкурой. Со шкурой получится ароматнее. Курятины я взял 2 килограмма. Поэтому и масло 200 грамм, и лука 600. Если будете готовить на килограмм курятины, достаточно 100 грамм масла, килограмма картошки и всего лишь навсего 300 грамм лука. Лук едва-едва начал желтеть. Этого достаточно. Пусть лишнее масло с него стечет, а лук слегка остынет. Картошку перед обжариванием обязательно обсушить. А обжаривать можно прямо в этом же самом масле, где только что пожарили лук. Пусть масло подогреется, а вот картошку всю сразу закладывать не надо. Закладывайте порциями, так, чтобы она хотя бы по пояс в масло погрузилась. Обжаривать картошку слишком сильно не надо. У нас нет цели довести ее до полной готовности. Этой картошке еще предстоит готовиться. Слегка обжарилась, стала золотистой снаружи. Этого и достаточно. Закладываем следующую партию картошки. Лук подостыл, и можем продолжать заниматься фаршем. В первый раз я пропустил фарш через крупную решетку, а теперь пропускаю через мелкую и добавляю понемногу лука. А лук промасленный, а то и хорошо, потому что фарш совсем постный. Второй фарш выходит абсолютно гладким. А самое главное, что в нем появилась хоть какая-то жирность, хоть какой-то аромат. Вы же знаете, что ароматы и запахи растворяются исключительно в жирах. Всю картошку пережарили, осталось фарш приправить и начинать жарить котлеты. Дорогие друзья, почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания гран-при. То есть это фактически «Оскар» в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому. Не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне
следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут при какой температуре? Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смски. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, ну, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить надлежащий автограф на книгу. Ну, кроме того, на моем сайте Сталик.ру постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады. На 2 килограмма фарша необходимо взять 2 столовые ложки без верха соли. Это уж точно. Если бы я готовил из 1 килограмма фарша, то взял бы половину столовой ложки черного перца. А так беру целую. Вот куркумы достаточно пол-ложечки. Яиц можно было бы положить и парочку, но хватит и одного. А еще 2 столовые ложки крахмала. И все. Вымешиваем фарш. Именно для этого я надел перчатки. Какого размера котлеты лепить будем? Я думаю, с 2 картошины будет в самый раз. О, красавица! И следующее. Слишком долго котлеты жарить не будем. Мы их не доводим до готовности. Мы их всего лишь навсего обжариваем по поверхности. Ну а теперь давайте обсудим ситуацию. Картошки мало, котлет много. И что же делать? Я половину котлет заморожу. Это же фактически готовый полуфабрикат. Потом в духовочку 15 минут, 20 минут постояли. Вот тебе готовый ужин. Теперь перекрываем поддувало. Все. Большой огонь нам больше не нужен. Картошечка, пока мы котлетами занимались, уже подостыла. Кроме того, она у нас не соленая. Опускаем картошку обратно в масло. Посолим ее, как следует посолим. И перемешаем. А как же быть с последним ингредиентом, с помидорами? О, смотрите, вот здесь фокус так фокус. Помидоры режем ровно пополам. Все помидоры тоже как следует посолить. Несоленые помидоры невкусные. Правда, в Китае помидоры посыпают сахаром, считая, что это недостаточно сладкие фрукты. А у нас привычка другая. У нас привычка посолить помидоры. Посолили и идите сюда. Что-то покажу. Помидорам вот здесь самое место. На бортах казана. Они успеют пропечься как раз.
Я знаю, найдутся желающие улучшить это блюдо. Добавить сюда болгарский перец, не знаю, капусты для нажористости, морковки. Что еще? Зелень посыпать сверху? Нет, не надо ничего. Раскладывайте котлеты и все. И этого достаточно. Прелесть этого блюда в его лаконичности. Нас 7 человек. Каждому по 2 котлеты. А вот эти в заморозку. Еще раз напоминаю, их согреваем и доготавливаем в духовке. А как же дойдут эти? Да ведь казан это тоже отличная печь. Укрывайте его 2 крышками. Одной плоской, а второй выпуклой, вроде тазика. И у вас получится термос. И даже небольших угольков под казаном будет достаточно для того, чтобы все продукты в нем допеклись, доготовились, получились... О, какие! Ровно 30 минут простояли котлеты в казане. Я не выдержу. Открою крышку и проверю, как они. Опа! Полюбуйтесь! Как узнать, готовы ли котлеты? Когда я их укладывал, они внутри еще как бы жидкие были. А теперь вполне себе упругие. И по этому принципу я понимаю, что котлеты готовы. А картошка? Для проверки картошки есть острие ножа. Отлично готова картошка. Помидоры проверять не надо. Их и сырыми тоже можно съесть. Мне, честно сказать, хотелось их просто подогреть. Ведь подогретые помидоры издают гораздо больше запаха. И эти помидоры, честно, знаете, какую роль сыграют? Ну, ту же самую роль, что играет кетчуп в гамбургере. Однако основа этого блюда, разумеется, картошка. Обжаренная, пропаренная. Готово, лучше не придумаешь. Помидоры разложить по краям. Поверх замечательной картошки и помидоров раскладываем котлеты. Но это еще не все. В казане осталось довольно много соуса. Что он собой представляет? Ну, во-первых, это топленое масло. Во-вторых, котлеты, хочешь или не хочешь, выпускали из себя сок. Помидоры из себя выпускали сок. И получился соус, которым не грех полить котлеты. Есть же ей, не грех. Давайте польем. Знаете, чего к этому не хватает? Закусочки, малосольные огурчики, маринованные помидорчики и даже маринованная вишня. Обо всем этом можете узнать в моих социальных сетях, на моих каналах, в моих книгах, разумеется. А пока что я, Сталик Хантишиев, желаю вам больших успехов в труде и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита! Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков.
Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа. Каурма басбаш такой есть, азербайджанский суп. Борщ, лагман. Одним словом, все есть 5 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор, и будем вам очень, очень рады.